Жена недавно сказала: пойдем заниматься садом. И у меня проскользнула мысль: как жалко, что у меня нет такого электроинструмента. Здравствуйте, друзья. Из кусочков металла 5 миллиметров вырежу вот такую деталь. А из второго дополнительную деталь к первой. Еще понадобятся небольшие остатки металла. На отрезке трубы сделаю пару разрезов, один вдоль и один поперек. Приварю муфту М10. Пришлось поработать напильником. Сразу вспомнил уроки труда. Вот вам, ребята, железная болванка и напильник. Будем делать молоток. Все вырезал, просверлил и подготовил к сварке. Предварительно соберу узел, покажу, как будет работать. Делаю все аккуратно, для минимизации люфтов, да и просто для собственного спокойствия. Готовьте маски. Сварка. Еще одна движущаяся часть из кусочка металла 8 мм. В центре просверлю отверстие и нарежу резьбу М14, а сбоку М6. В отсутствии станков всегда на помощь придет болгарка. Главное все делать симметричней. Наждачка, сороковка. Все получилось достаточно аккуратно. После сварки и обработки швов получились вот такие детали. Все ходит как должно, почти без люфтов, но ход свободный. 7 раз отмерь, 1 отрежь. Первый раз промахнулся на 5 мм. Пришлось сделать вторую деталь. Она будет приварена к направляющей. На болту и в отверстии сделал фаски для более лучшей проварки. Сейчас все заварю и зачищу шов. Из небольшого кусочка шпильки сделаю крепление. Сделаю продольную прорезь и сбоку сквозное отверстие. Ну и все практически готово. Собираю эту конструкцию. Купил пару полотен от сабельной пилы, по металлу и по дереву. Испытаю их оба. В качестве шпонки обрезок сломанного сверла. Все узлы старался делать разборными для замены по износу или дальнейшей модернизации. Немного смазки никогда не помешает. Сделал вот такую штуку. Не знаю, как она называется. Пусть будет опорная лапка. Из-за нехватки высоты сделал также дополнительную гайку из 5. Позже постараюсь найти более лучшую сталь для трущихся деталей и переделать шток. А вместо болта вварить кусочек сверла. Так, думаю, будет, наверное, лучше. Ребята, все как всегда. Если понравилось, лайкос, подписка, колокольчик, чтобы не пропустить следующие интересные видео. Жду ваших комментариев. Все размеры, как всегда, чуть позже в группах и в Инстаграме. Продолжаем. Идем на испытания. Сначала металл. Немного не хватает рукояти слева для более удобного хвата. Обязательно ее потом сделаю. Металлический профиль режет как по маслу.
Старые гнутые столбцины почти ничего не держат, но и без них тоже нормально. Непривычно пилить такой штукой. Теперь весенняя подрезка груши. Ей она очень нужна. Поставил пилку по дереву с грубым резом. И опять все как по маслу. Поработаю ей и посмотрю, как эта насадка себя покажет. Что нужно доработать, изменить или дополнить. Себестоимость получилась около 300 рублей вместе с двумя пилками. Спасибо за просмотр. До свидания, друзья.